Доброго здоровьячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. В связи с тем, что на канале регулярно возникают не паузы даже, а целые провалы в активности, в конце ролика пару слов скажу о планах и отчетах для своих. А вначале хочу оценить степень оставшегося величия одной соседской территории. Сейчас все заняты подведением итогов, и мы их тоже будем подводить, ясное дело. Но пока весь мир занят предпраздничными приготовлениями и в воздухе нормального мира витают рождественско-новогодние ароматы, на этой территории привычно пахнет перегаром, потными лаптями, духовно подтягивает серой из адовых котлов и непривычно пахнет паникой. Ведь за праздниками и всеобщим боярышниковым буйством всегда, как ни крути, приходит похмелье. А на этой территории оно в этом году совпадет с годовщиной начала так называемого СВО. 24 февраля неумолимо приближается, как и поздравительные открытки с фото Залужного и цифрой хороших русских на ней в адвент-календаре ЗСУ. В преддверии Нового года Бункерный всегда выступал с посланием к Федеральному собранию, лил в уши охлосу и пропаганду и обещал бросить к ногам великих весь мир. В этом году послание отменили, так как даже самый дремучий охлос территории понимает, что елей все больше похож на испражнение, пропаганда регулярно дает сбой, а из величия остались только протертые лапти. За этот год на территории потеряли все: уважение мира, валютные резервы, бизнес, нефтегазовый рынок, рынок вооружений, алмазный и золотой рынки, туристический бизнес, торговый, авиа. Да что там говорить о бизнесе? Потеряли армию, а что еще больнее, потеряли величие, и их в мире больше никто не боится. Внезапно все увидели, что оскал грозного медведя — это тень, которую отбрасывает старый беззубый карлик, который все еще вооружен и полуумен, но уже появились нюансы. Вся Абдилокаменная, территория и бункерные персоны не только нон-грата, не только нерукопожатые особы, но и банальные террористы, с которыми никто из стран, кроме таких же точно террористов, не хочет иметь дело. От них закрываются, как от прокаженных, запреты на полеты их авиации, нежелание торговать и иметь бизнес-партнерские отношения с ними — это кирпичики в стене международного презрения, стоящие на стене санкций и изоляции. То, что аквафреши за границей все чаще выдают себя за украинцев или жителей других стран, говорит о том, что стена холода растет, и скоро владельцы куриных паспортов с двумя головами станут просто изгоями во всем мире. После фиаско телекомпании «Дождь», которая сняла с себя триколорадную паранджу и показала миру лицо настоящего русского имперца, территория потеряла еще и информационное влияние. В самой обсоседии тоже не все гладко. Уже не звучат вопросы «А где наше самое лучшее в мире ПВО?». Они знают ответ, что их ПВО — это очередная потемкинская деревня, нарисованная Шойгой. Обнищание охлоса на фоне обещаний главстерха о всеобщем благе еще как-то сдерживают страшными сказками о мировом заговоре и происках внешних врагов, которые виноваты в том, что ни в одном из территориальных городов не вывозят мусор, нет автомобильных дорог, газа, канализации, свет выключают верными аварийными отключениями, растет безработица и криминал, но после обвала экономики в этом году стало сложно рассказывать о замерзшей, голодающей без скрепного газа Европе, сидящей в темноте Украине. Даже самые отсталые аквафреши уже приводят в пример как процветающие и стабильные города ОРДЛО. А те, кто умеет гуглить, те вообще в состоянии коматозника, ведь Гугл выдает новогодние рождественские фото голодающей, замерзающей Европы, гуляющей на рождественских ярмарках. Что вообще не укладывается ни в какой голове. Задание Абдилокаменной, как врать еще больше, становится невыполнимой миссией. Мобилизация уже полностью вошла в мозг от соседей интимным и леденящим душу словом «могилизация». На фоне полного и поглощающего военно-политического и экономического фиаско на территории начали гореть супермаркеты, нефтегазодобывающие скважины и нефтегазоперерабатывающие заводы. А ведь все банально и просто. Лапти-бизнес пресек ситуацию с фиаско. Какое красивое литературное слово, заменяющее более емкое, но не литературное. И сжигает свои супермаркеты, чтобы получить страховку и выехать из процветания, пока не поздно, пока не ставят еще печати на каждом из их лбов. Эта схема будет набирать обороты, так как бизнес-элита некрасивых уже понимает и осознает развязку всей ботоксной авантюры под названием СВО. Крах некрасивых неизбежен, как и крах бункерного его окружения. Каждый день лишь меняет ситуацию сценария развязки.
Сценариев пока много, но тех, где Путин живее всех живых, уже все меньше. Война с Украиной уже все чаще на бензоколонке обсуждается в контексте «мы же ушли из Афганистана, и ничего». Но это еще ничего не значит. Это разговоры на уровне среднего класса. Политические же элиты еще готовы к длительной и затяжной войне и обороне. Последнее немного радует, ведь в феврале 22 года нацсети говорили исключительно о нападении. Сейчас Абдилокаменная сидит на задворках, на картках, и, лузгая семки, периодически выплевывая в нас ракеты, истерически пытается найти выход из ситуации. Нет, не с войной. Ее на аквафреше прекращать никто не собирается, а с тем, что говорить аквафрешам в преддверии нового витка могилизации, экстремально растущих поставок грузов с хорошими аквафрешами на фоне грядущей годовщины победобесной СВО. Поэтому на сегодня политшайка Абдилокаменная обсуждает вариации на тему, как обойти годовщину начала войны, не напоминая Охлосу об этом. Из основных предложений — засекретить дату начала СВО. А вот взять и запретить вспоминать 24 февраля 2022 года. Слово «СВО» вроде как и не было ничего. А не было, нечего и вспоминать же, да? В кулуарах Кремля, как и в РЛО, говорят о том, что приближающаяся годовщина начала заявленной Ботоксным специальной военной операции может стать основанием для недовольства, митингов, а еще насмешек со стороны нацменьшин федеральных округов или партнеров из постсоветских республик, многочисленных инсинуаций непатриотически настроенных идей на нестойких граждан, а также покачнет непоколебимую уверенность социума в могуществе несуществующей уже армии. Обещанное Шойгой и Ботоксным Киев за 3 дня уже дали стойкий эффект в части выражения критическим большинством недоумения по поводу распиаренной эффективности армии бензоколонки и компетентности руководства. Более того, засекреченность даты позволит контролировать население. Вспомнил кто-то в соцсетях о 24 февраля СВО у тюрьму за разглашение гостайны как врага народа. Все просто и логично. Только на задворках Абдилокаменной выдохнули, вроде бы как проблема решена, как гонец принес новую неблагую весть. Народ начал сомневаться в целях СВО. Есть такое. О целях СВО в Украине говорили 24/7 из всех информационных говорильников двухголовой. Обсуждали, настаивали на правильности курса партии. Народ же уверовал в скрепность и сакральности цели, непобедимой на территории Украины. Народу хочется, чтобы кто-то вышел, вытер платочком слезу и выдохнул. Победа, товарищи! Все поставленные перед армией цели на Украине выполнены. Объявил всеобщий праздник, красный день календаря и шашлык после митинга и 100 боевых грамм. Что все эти громко заявленные денацификация, ты не выговоришь. В общем, все бункерные ДБ по-любому по-нашему будет выполнены, иначе же народ спросит, а для чего это все? Санкции пережевываем, кофе из ячменя пьем, вспоминая запах колумбийско-бразильского, пиво из стирального порошка и кротовуху из крота, для чего пенсии заморозили, народ смобилизировали и так далее и тому подобное. Хотелось бы понять линию партии, уж сильно заковыристо ядрёно вышло. Поэтому снова предложили не изобретать велосипед, а пойти по пути наименьшего сопротивления, запретить на уровне федерального собрания оглашение, обсуждение, информационное сопровождение целей СВО и, чтоб 2 раза не голосовать, запретить указывать название страны, где проводится СВО. Для вот этого всего, так сказать, в совокупности во избежание, предлагают на двухголовой принять закон, в котором четко оговаривалось бы следующее положение. СВО начинается, осуществляется и заканчивается исключительно по распоряжению руководства Министерства обороны с целями, которые не могут быть оглашены никому и ни при каких обстоятельствах. Сроки и даты завершения СВО также являются совершенно секретными и до населения доводиться не должны ни в коем случае, что позволит поддерживать режим СВО неопределенное время без четких сроков. Обсуждение возможных целей СВО любыми лицами, не осуществляющими непосредственное руководство СВО, категорически запрещено, как попытка оказания морального давления на руководство СВО и создания в обществе вредной иллюзии о том, что общественное мнение способно оказывать хотя бы малейшее воздействие на процесс планирования и проведения операции.
Военные чиновники, осуществляющие руководство СВО, получают пожизненный иммунитет от любых преследований за действия, произведенные во время СВО, а публичная критика в их адрес приравнивается к госизмене и карается в соответствии с данной статьей УК. Боже, какая прелесть! Война без границ, даты целей, которые будут идти сколько угодно и где угодно, на которую можно тратить сколько угодно и чего угодно, включая население, которое можно мобилизировать сколько угодно, не неся юридической ответственности ни за саму войну в законодательном международном аспекте, ни неся юридической ответственности за войну во внутрипотребительском аспекте. О войне нельзя говорить по телевизору и в прессе, но можно мобилизировать людей. Цели войны непонятны и неизвестны, но это не важно, потому что она будет идти до последнего аквафреша. А там уже все забудут и не спросят. Сильно, стильно, одобряю. Это фиаско, кремлевские господа. Это такое фиаско, что даже его нелитературное слово «близнец» не выражает всей глубины вашего фиаско, господа. Если такой закон будет принят над соседей, это означает проигрыш, белый флаг, бздик. Народ-то промолчит, он привык молчать, но, скажем так, удивится и утратит браваду, победобесие и мотив всех спасать. Поэтому вырастет число тех, кто будет готов сложить оружие. Ведь какой смысл? Если нет идеи, нет цели, нет края, нет конца, только святой Хаймарс светит, как звезда надежды, которая может таки поставить точки во всей этой истории. Шептаться будут еще сильнее, и даже если снова 24/7 все пропагандисты будут говорить «что?». А что они будут говорить? Число 24 февраля запрещено, говорить о нем нельзя. Слова СВО, война, Украина запрещены, денацифисатанизация и прочее запрещены. То есть из информационного пространства должно исчезнуть о войне все. Мнимая победа и поражение, отрицательные перегруппировки и отрицательное наступление, радость по поводу стертых с лица земли украинских городов, истерика по поводу ответок в родные пенаты, пафос мобилизации, истории героизма в кавычках и патриотизма, псевдоволонтерские сборы, помощь раненым, украинский вопрос о хунте и прочем тоже должен исчезнуть из информационного пространства, ну чтобы никто же не вспоминал, когда, куда и зачем полезли туда, где получили гостайнаш. А потом, когда все замолчат и, возможно, забудут, тихо уйти из Украины, как ушли из Афгана, поджав хвост, втянув шею и прижав уши, засекретить все с 2014 года, посадить всех, кто хоть что-то вспомнил или помнил, и зажить тихо и спокойно, погрузив страну в сладкую и нежную пучину лжи, рассвет и процветание, внешних врагов, масонов, всемирного заговора, опять красиво обещать рост, потрясать могуществом, обогнать Маска в колонизации Марса, пусть на Мосфильме, но оно того ж стоит. А еще, как же подсказать-то болезным, обязательно нужно засекретить учебники географии и истории, чтобы никто, не дай Боже, не произнес всуе слово «Украина» и не вызвал бы смертельные конвульсии панической атаки у граждан от соседей. В этом месте я мечтательно закрываю глаза и говорю «Бу» голосом Залужного. Что ж... В целом план неплох, но все же белый флаг над Абдилокаменной или черный дым от кремации Бункерного выглядели бы в данной ситуации намного эффективнее. Обратите внимание, я нигде не сказал прямо, на какой именно территории все это происходит. И 2 слова про текучку на канале. Отдыхать некогда. Праздновать некогда. Материала отчетного накоплено много. Как только систематизирую, будет большой ролик о проделанной работе в этой паузе на канале. В связи с возросшей нагрузкой на канал и на меня было проведено полное переоборудование в студии. Теперь все новое и едет не так, как раньше, но, надеюсь, все устаканится как можно быстрее, и скорость и плотность активности пенса вырастет. Занимаюсь отладкой оборудования, подготовкой пикапа к отдаче хлопцам, ремонтирую спину и, как и все мы, ругаю долбанное отключение света, которое на этой неделе отняли 4 полновесных дня работы. И низко кланяюсь за ваши донаты, которые вы продолжаете присылать, даже когда на канале полная тишина. Это же не значит, что ничего не делается. От соседей сама себя не отпоет.
Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і придивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.